Что вы чувствуете, когда вы смотрите на эту картину? Произведение искусства, да. Но что же скрывается за этим полотном, мы это с вами сегодня обсудим и узнаем. Всем привет, меня зовут Динара, и я открыла этот канал, чтобы обсудить работы известных, не совсем известных, даже о забытых художников. Перед нами сломанная колонна. Фрида написала ее в 1944 году. Небольшой формат, всего 40 на 30 сантиметров. Женщина стоит одна, вокруг нее потрескавшаяся пустая земля. Пейзаж, как после землетрясения. Ни деревьев, ни людей, ни жизни. Тело разрезано пополам от подбородка до живота. Внутри вместо позвоночника сломанная ионическая колонна, которая вот-вот рассыплется. По лицу текут слезы, но выражение лица почти спокойное, отстраненное. Тело держит металлический корсет. Единственное, что не дает ей рассыпаться. И при всем этом она стоит прямо, смотрит прямо на нас. Чем дальше смотришь на эту картину, тем тяжелее становится, по крайней мере мне. Это не только визуально ощущается, но и физически. Мне кажется, Фрида этого и хотела. Чтобы понять эту картину по-настоящему, давайте узнаем, что же происходило в жизни Фриды задолго до 1944 года. В 6 лет она переболела полиомиелитом. Болезнь оставила одну ногу тоньше и короче другой. Дети в школе дразнили ее деревяшкой. В 18 лет произошло то, что изменило все. В 1925 году, 17 сентября, автобус, в котором ехала Фрида, столкнулся с трамваем. Металлический поручень пронзил ее тело насквозь через таз. Сломанный позвоночник в 3 местах, ключица, несколько ребер, правая нога в 11 местах. Врачи не были уверены, выживет ли она вообще. Именно тогда ее мать прикрепила зеркало к потолку под кроватью и принесла краски. И Фрида начала рисовать себя. И она всегда говорила, цитирую: «Я рисую себя, потому что часто бываю одна, и потому что я — та тема, которую знаю лучше всего». Давайте перейдем к истории Диего Ривьера. Почему я хочу поднять эту тему? Потому что есть версия, что гвозди на картине — это не только про тело, это про Диего. На испанском говорят «estar clavado» — это быть преданным, быть измененным. Гвозди — это и Диего тоже. В 1944 году, когда она нарисовала эту картину, она находилась в начале 10-летнего ухудшения. И, может быть, вы знаете, она скончалась в 1954 году. Вот после того, как мы узнали историю, что же происходило, мы описали картину, я бы хотела поделиться своим мнением. Мне нравится очень много картин Фриды. Одна из моих любимых — это «Сломанная колонна», как вы уже поняли, и вторая — «Две Фриды», когда у нее разбитое сердце после развода. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Почему же я все-таки выбрала «Сломанную колонну» для обсуждения первого видео? Когда я увидела эту картину пару лет назад, она на меня сильно как-то повлияла. Не потому, что я пережила что-то подобное, но я увидела на этой картине женщину сильную и в то же время слабую. Сильную духом и слабую физически. Но меня поразило то, что она не останавливалась. Она не была жертвой болезни, и несмотря ни на что, она была правдива к себе и к своим ценностям. И она продолжала рисовать и создавать. Это самое главное, нам нужно понять об этой картине и о Фриде в целом. Она не убегала в свое воображение, она прямо смотрела на свою боль и называла вещи своим именем. Фриду часто называют сюрреалистом, и она это отвергала и говорила вместо «я не рисую свои сны или воображение, я рисую свою реальность». Это и есть сила этой картины и вообще искусства Фриды. Спасибо большое, что вы были со мной сегодня. Если эта картина тронула вас так же, как и меня, пожалуйста, напишите в комментариях. Всем спасибо, до следующего раза.